Друзья, привет всем! Вы находитесь на канале Pixel, меня зовут Катя. В этом видео я хочу сделать AVG5 и параллельно делать реконструкцию всех своих сборок. Но, зная себя, я постоянно фейлю, и поэтому даже такие плохие сборки я хотела бы реконструировать и выносить для себя что-то новое. А также посыл этого видео должен быть познавательным, и вы должны что-то вынести полезное для себя. Я забыла упомянуть, что все скрамблы будут находиться в описании, а вы можете собрать по ним и написать свои результаты в комментариях. Мне будет интересно узнать их. Обычно я собираю за 15 секунд, могу и меньше, а могу даже и за 20. Поэтому если соберу за 12, 13 секунд, это будет прям очень классно. Сейчас соберу, вы офигеете. О, здесь уже можно... Я вижу такую хорошую ситуацию, в принципе. Достаточно неплохой крест. Посмотрим, что из этого выйдет. Если я не зафейлю. Попахивает фейлом, согласитесь? И лямбда в конце. Ну, в принципе, неплохо, кстати. Сейчас будет реконструкция. Кстати, не ручаюсь за правильность каждого действия. Возможно, я пересоберу как-то по-другому. Так, я помню, что я точно собрала этот крест в шахматном порядке. Тут, в принципе, другой выгодной более ситуации нет. Я держала вот так и видела сразу зеленый уз. И вот здесь сразу стоял оранжевый, поскольку зеленый центр сначала идет, а потом оранжевый. Я опустила этот уз и довернула до шахматного положения вот этих. Поскольку вот здесь уже были два, оставшиеся в шахматном. Я их довернула. Вот, и у нас получился крест. Затем, сейчас бы еще вспомнить, как я сделала. Ну ладно, допустим, сейчас я бы сделала вот так. То есть сине-красную пару довела до трехходовки и загнала бы ее. Затем тут неплохо уже выстроилась трехходовка из сине-оранжевой пары, без перехвата. И с одним перехватом зелено-оранжевая. Вот так я бы ее сделала. И затем не очень удачно, конечно, не очень удобная пара получается. Но я могу ее решить без перехвата следующими действиями. Ну и мы вышли на тот же OLL. Возможно, я решила так же, как и до этого, но это не точно. Но PLL уже другой. Вот. Следующая сборка. Так, здесь я тоже вижу уже достаточно выгодное решение. Так, можем... Ну ладно, объясню потом. Ой, я таймер забыла остановить. Ну ладно, тоже неплохая сборка получилась. И сейчас попробую реконструировать, но ничего не обещаю. Итак, я помню, что сначала я заметила зеленый уз и сразу решила его подвести на свое место, поскольку красный тоже бы тем самым пошел на свое место, а синий на свое. Итак, я вот такими движениями подвела зеленый, опустила красный и вот сюда подвела бы синий. А затем я поставила на свое место и оранжевое ребро. Затем вроде бы я заметила вот эту пару. И с некими перехватами загнала бы ее. Затем я уже тоже не помню, как я решила, но типа это нормально. И сейчас я бы сделала вот так. Эта пара уже с прошлой сборки нам знакомая, решилась бы вот так. И после нам вышла очень выгодная ситуация с сине-красной парой. Ну и тут не совсем удобная последняя пара. И OLL. А затем PLL. Так, у нас уже по счету третья сборка.
И тут я тоже уже вижу неплохое решение креста. Эта сборка будет явно подольше. Ну да, как и ожидалось. Я помню, как я решала крест. Это произошло примерно вот так. Я подогнала оранжевую под красный центр, потому что у нас красное стояло уже под оранжевым. И вместе с тем, как я увела оранжевое ребро, я отвела и синее на сторону зеленого. Затем я опустила красное ребро, синее сзади. И вот это у меня встало на свое место, но я этого не просчитала, а это получилось как-то рандомно. Затем я довернула крест до своего нужного положения, и я помню, что первую пару я загоняла именно оранжево-синюю. Но как я ее загнала? Это больше похоже не на реконструкцию сборок, а на какую-то импровизацию. Ну ладно, посмотрим. Сейчас я бы сделала, наверное, как-то вот так, чтобы выгнать это на трехходовку. Затем тут появляется уже красно-синяя пара, прикольная, она такая вот. Затем в шахматном порядке, как это называется, еще бабочка вроде бы, стоит зелено-красная пара. И у нас остается оранжево-зеленая пара, которую, в принципе, несложно решить вот так. Затем мы выходим на OLL и на PLL лямбда. Правда, тогда была не лямбда. Ну ладно. Вообще, первоначально я хотела собрать куб и сделать на него реконструкцию одним кадром. Но я поняла, что мне просто это не получается сделать. И дабы название не было ложным, я сейчас запишу отдельно сборку, потом посмотрю, как я собрала, и уже сделаю реконструкцию. И, возможно, какие-то моменты исправлю, как бы я сделала по-другому, более выгодно. Итак, здесь такой... Конечно, с одной стороны легкий крест, с другой стороны немного сложный. Нужно его как-то очень грамотно решить. Попробуем вот так. И даже, в принципе, время неплохое получилось. Спустя миллиард лет я поняла, как это решать, точнее. Вот, значит, крест я типа помнила и до этого. Я сделала вот так, подвела, также параллельно, как у меня это было в шахматном порядке. И, кстати, вот смотрите, здесь уже готовая пара есть, но я ее вообще абсолютно не видела. Вот, опустила этот уз, затем подвела оранжевый так, чтобы это все было в шахматной последовательности. И вот эту пару посредством правильной расстановки креста я разбила. Ну, типа, я ее и не видела. Вот, первую пару я загнала сине-красную таким образом. Выгнала и в дальний слот загнала трехходовкой. Затем я увидела зелено-оранжевую пару, которая стоит в шахматном порядке. Я ее увела в дальний слот, разъединила и перехватом загнала вот в этот дальний слот. Затем я развернула вот этот стоящий вверх белым цветом красно-зеленый уголочек данную позицию, чтобы вывести вот это ребро. И вот следующими движениями я ее загнала. Затем у нас осталась последняя пара. Я ее решила вот так. Ну и у нас вышел OLL и несложный PLL. Но на самом деле вы могли заметить, что там была уже готовая пара. И сейчас я хочу показать, как я могла бы решить эту ситуацию более выгодно. Крест я, в принципе, решила неплохо, и я хочу его сейчас повторить. Но с сохранением вот этой пары. То есть я сначала ее выгоню, и как раз у нас, смотрите, красный уз встает на свою позицию. Я доворачиваю 3 уса креста, загоняю вот эту оставшуюся. Но можно было как-то обыграть еще и
Наверное, хотя нет. Это надо думать, чтобы загнать сразу и вот эту. Ну, в общем-то, загоняем уже готовую пару. И можно заметить трехходовку сине-оранжевую. Без перехвата ее можно загнать. Затем здесь на верхнем слое уже есть тоже пара, которую можно загнать без перехвата. Это зелено-оранжевая. И у нас остается одна пара, которую сначала нужно разоединить, то есть сделать перехват, следующее движение и уже загнать пару. Ну, у нас вышел другой PLL, точнее OLL и PLL. Но на самом деле сборка, которую я сделала, тоже получилась неплохая, но реконструкцию я сделала, чтобы просто пополнить ваши знания и решить какие-то свои ошибки. У нас с вами остается последняя сборка. Здесь также неоднозначный крест, но мне кажется, у меня не получится быстро, но все же я постараюсь. Итак, что тут можно сделать? У нас получился скип. Это было круто. Крест я сделала следующим образом. Я опять же заметила в шахматном порядке у нас здесь стоит крест. Я его подвинула на свое место, оранжевый. Затем зеленое ребро также задвинула на свое место, довернула дважды, и у нас получилось так, что эти два уса уже стоят на своем месте. Я их тоже поставила на свои места. Затем я решила поставить загнать первую, это красно-синюю пару. Вот здесь ребро, вот здесь угол. Сначала вывела, затем соединила и загнала. Следом я сделала вот такие движения. То есть выгнула вот эту пару в позицию трехходовки и загнала ее в дальний слот. Затем я без перехвата решила вот следующую, третью пару, зелено-красную. И вот здесь уже перехватив, соединила и загнала ее. Затем я сделала какие-то вот такие вот движения, чтобы загнать оставшуюся пару. И здесь у нас выпал OLL, который потом превратился в скип. Вот. Так, как я могла бы поступить здесь по-другому? Крест меня полностью устраивает, он оправдал все мои ожидания, хотя на самом деле думала, что буду собирать его гораздо дольше. Я поступлю точно так же, как и в прошлый раз. Довела дважды, у нас остались готовые два уса. И здесь, ну, в принципе, первая пара, она получилась достаточно неплохо, поэтому я сделаю точно так же. А вот тут уже, наверное, поступить стоит иначе. Хотя там трехходовка у меня была, ну давайте точно так же трехходовкой загоним. И вот здесь можно было бы решить не вот эту пару, а вот эту. Как-нибудь бы ее... Ну, думаю, без перехвата можно вот так. И затем у нас остается последняя пара, которую можно решить вот так. Используя, конечно, некоторые перехваты. Но вот здесь у нас проблема, потому что здесь нету скипа. И поэтому и то решение, в принципе, ну, они неплохие получились. Что ж, а на этом видео подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Если оно было хоть чуть-чуть вам полезным, то напишите об этом в комментариях. Хорошего настроения и до скорой встречи в новом видео.